Почему духовные люди часто без денег? Это очень интересный вопрос, потому что духовность– это как бы про внутреннее развитие, совершенствование себя. Духовность про развитие своего духа, по крайней мере, как мне это кажется. Но почему-то, когда не будем говорить о других людей, я считал, что я занимался, развивался духовно. Но почему-то денег не было. Это было с 2014 года, как я увлекся духовностью. С того момента, кардинально мои доходы не сильно поменялись. И неважно, какой у меня был уровень духовности, или я только начинал, или уже знал кучу всего, делал кучу практик, занимался прощением, отпусканием, статическими медитациями, динамическими медитациями, познакомился с кучей эзотерических систем, занимался самонаблюдением, самоизучением, задавал другим людям вопросы, чтобы познать себя самого, какой я есть. Через других познавал себя, как и другие через меня, наверное, чуть-чуть познают. В общем, ничего никаким образом не влияло на мой уровень доходов. И очень часто такое бывает, что духовность вообще не равно хороший заработок, достаточное количество денег. Я знаю, что некоторым духовным людям, мне был период, что реально не хватало на жизнь, хотя я такой весь духовный был. И мне стало интересно немножко порассуждать на эту тему. Я подготовил небольшой список не вопросов, а предполагаемых причин, почему это происходит, как по моему мнению. И в конце видео я скажу 5 причин, не причин, а небольших советов, лайфхаков, что же нужно делать, чтобы повысить свой доход, если вы занимаетесь духовным развитием. Итак, первая причина, по которой у вас может быть не может мало денежек, хотя вы активно занимаетесь духовным развитием, это страх встретиться с реальностью, такой, как она есть. И следующая за этим причина – это эскапизм. То есть, по моему наблюдению, духовные люди часто отходят от реального мира. Не всегда пытаются им взаимодействовать face-to-face. Избегают некоторых, особенно конфликтных ситуаций. Типа духовный человек не конфликтует, не пытается доказать никому свою правоту. Это понятно, это мы знаем. Но, например, отстаивание своих границ. Это про духовность или нет? Это чтобы проявить свой дух или позволить другим подавлять вашу свободу воли, ваш выбор, ваше желание души. Часто духовный человек отказывается взаимодействовать напрямую с этим миром. То есть боится. Я боялся. Сейчас боюсь некоторых вещей, но я стараюсь с ними работать. Поэтому первая причина – страх. Вторая причина, по моему мнению, это магическое мышление. Когда человек воспринимает мир как чудо, магию, все, что происходит, это что-то он намедитировал или наколдовал, или своими аффирмациями, да, притянул в свою жизнь. То есть, когда есть магическое мышление, человек может не видеть причинно-следственные связи, когда какое-то его движение, поступок, разговор, слова и так дальше к чему-то могут приводить. Часто
люди не видят связи между тем, что происходит, тем, что он делает, и что в его жизни происходит. Поэтому магическое мышление может немножко влиять на доходы. Обычно доходы – это какая-то чаще всего логическая вещь. То есть от действий АБЦ получаешь такую-то финансовую выгоду. От того, что ты будешь сидеть и медитировать, сам по себе мешок с деньгами не материализуется. Как минимум нужно пойти, его взять и принести. Что кто-то говорит, вот есть мешок, только нужно его забрать с деньгами. А некоторые духовные люди по некоторым из определенных предубеждений, что нет, я не буду этого делать, пусть мешок сам телепортируется ко мне в руку. Но наш мир материален, и здесь не то чтобы ценится, как мне кажется, один из законов – это закон действия. От того, что ты будешь мечтать, ничего само по себе не случится. Только когда ты что-то делаешь, ты что-то получаешь. Над этим еще можно отдельно поговорить. В общем, да, магическое мышление может немножко мешать заработку. И следующее за этим, когда человек мыслит так магически, он часто мыслит, я, позвольте, сравню, как ребеночек. Как ребенок воспринимает этот мир, и потом в этом мире родители дают этому ребеночку опеку, заботу, еду, дом над головой. Ну, то есть человек ни о чем не нуждается. Некоторые эзотерические течения как раз про это говорят. Тоже трансцендентных реальностей, что мир позаботится о тебе. Но в то же время он говорит, что когда есть намерение и конкретные действия в сторону этих намерений, помогает, тогда мир помогает тебе. А если ты просто уверен в том, что мир заботится о тебе, но ничего не делаешь для этого, то и ничего не получаешь, в том числе и в виде финансов. Поэтому вы уловили эту фишку. Третья причина – это безответственность. Когда человек перекладывает все, что с ним происходит, в том числе и заработок, на других людей. То есть на страну, вот у меня началась в стране война, и поэтому я не могу зарабатывать. Я выложил где-то там свое резюме, и я никому не нужен. Да? То есть это ограничивающее убеждение, которое человек, не получилось, ну и все. То есть это сейчас я никому не нужен. Ну, короче, есть 1500 отговорок, из-за которых люди, извиняюсь, не хотят принимать ответственность за тем, что с ними происходит, в том числе и в сфере финансов. Поэтому за этим нужно следить. Особенно в сфере денег. Как мы смотрим на то, кто ответственен за то, как деньги приходят к нам. Дальше. Четвертое – это я отметил как ЧСВ. Чувство собственной важности. Эзотерические люди, к которым я отношу себя, такие часто бывают с очень раздутым эго. Типа, что они все знают, они такие важные персоны, и весь мир должен им поклоняться и нести дары. Дары, потому что они такие умные, продвинутые, супердуховные, а вы все не понимаете, насколько я духовный. Ну, я утрирую, но и действительно бывает такое, что духовное ЧСВ встречается.
Вполне возможно, и оно у меня есть, или было, или есть, возможно. Другие. Если есть, буду с этим работать. И что я хотел еще к этому добавить? Когда у человека очень высокое ЧСВ, у него может отсутствовать понимание, какую ценность я могу принести этому миру. Думает, что он уже и так ценен. Ну да, мы и так ценны сами по себе. Но если мы хотим зарабатывать деньги, нужно приносить ценность этому миру. А когда ценности не приносятся этому миру, или ты создаешь ценности, но те ценности, которые создаешь, на данный момент этому миру не нужны. Ты получаешься на краю обочины. Ты пытаешься, стараешься, отдаешь этому миру, а миру, оказывается, это сейчас не нужно. Бывают различные ситуации, поэтому важно быть наблюдательным и чувствительным и гибким с тем, что в нашей жизни происходит и как мы относимся. Давайте следующий этап. Это 5. Искаженная картина мира. Оно все это протекает через все эти вопросы, но из-за того, что мы духовный человек, абстрактный духовный человек, или я могу про себя это все говорить, не видит мир таким, как он есть, возникают искажения насчет того, как зарабатываются деньги, откуда они приходят, что конкретно нужно делать, чтобы были деньги в кармане. Из-за того, что ограниченная картина мира, особенно, я по себе сужу, были такие ситуации, что я думал, что вот я уперся в потолок, и, например, в этой сфере я не могу никак развиться. На самом деле в любой сфере можно много чего достичь, много чего развиться, просто мы или сами себе ставим эти ограничивающие убеждения, или другие люди нам что-то сказали, мы в это поверили и решили, что все, только так и никак иначе. Или иногда психика создает защитные реакции, что вот здесь я травмировался, я сюда не буду лезть, потому что здесь для меня испытание, сложно. Поэтому иногда люди уходят от этого, как бы защищаются по тем или иным причинам. Исследуя из этого, картина мира очень важна, и стараемся ее развивать. И теперь давайте поговорим коротко про 5 рекомендаций, может чуть больше получится, как все-таки развивать свой финансовый поток. На самом деле, что конкретно нужно делать, чтобы было хорошо в финансовом плане. Итак, первое. Идите в свои страхи и экспериментируйте. Потому что обычно то, что мы боимся, чаще всего там и самое крутое, самое потенциальное наше развитие может быть то, что поднимет нас на несколько уровней выше. А когда мы поднимаемся несколько уровней выше, это расширяет нам нашу картину мира, расширяет наши возможности и так далее. Поэтому рекомендуется идти в свои страхи, а чаще всего у эзотериков это как раз страх, именно связанный с деньгами. Поэтому учимся, пробуем, экспериментируем, зарабатывать на всем, в чем хочется, на всем, что вам нравится. Самое ключевое в этом всем то, что нравится, и то, от чего вы кайфуете. Второе. Окружение. Если вы чувствуете, что окружение вокруг вас не помогает вам быть созидательным человеком, который генерирует доход, который развивается не только духовно, потому что можно себя окружить супердуховными людьми, но которые в кармане ветер гуляет. Или, знаете, бывает, что
напыщенный человек, такой супер духовный, то есть играет роль духовного человека и играет роль богатого человека. На самом деле могут быть различные вопросики по тем или иным вопросам. Поэтому рекомендация: следите за своим окружением. Или лучше иногда побыть одному, чем быть там, где вы чувствуете, что вы притупляете свое мышление и не можете выйти на уровень выше, в том числе не только в плане эзотерического развития, но и в плане денег. Третье. Личная ответственность. Если мы хотим зарабатывать много, должны всегда помнить, что только от нас зависит, сколько денег мы получаем. Я думаю, здесь все просто, нечего комментировать. Не забывайтесь, ответственность – это супер полезная, супер важная штука, которая практически напрямую коррелирует с деньгами. Четвертое. Не копить в себе, делиться. Все, что у вас есть, может быть нужно этому миру. И некоторые из тех вещей, которые внутри вас есть, навыки, знания, могут быть востребованы. Поэтому, пожалуйста, не держите это в себе, делитесь. Это первое. А второе, будьте наблюдательны, потому что человек может что-то делает, что-то, например, вышивает крестиком, а сейчас это во внешнем мире этого не нужно. Да, вышиванием крестиком можно тоже заработать, наверное, не супер большие деньги, но это же тоже мое ограничивающее убеждение. В общем, пожалуйста, будьте наблюдательны над тем, что происходит в вашей жизни, и если запросы от других людей о том, что им нужно от вас. Например, часто вы можете услышать: слушай, а можешь мне с этим помочь? Или я вижу в тебе, что ты, крут в этом. Да, разные подсказки. Будьте внимательны. Вокруг себя вы можете собрать много подсказок о том, чем вы можете быть полезны миру и на чем хорошо заработать. И последнее – это доверять интуиции. Очень сложно зарабатывать много денег, если вы не чувствуете внутренний голос, не чувствуете внутренние импульсы, не следуете тому, что внутри говорится. Поэтому, пожалуйста, слушайте, что внутри. Это не зря эти ощущения, эти чувства вам даны. С помощью них также можно открыть, я так предполагаю, свой финансовый поток, если вы будете слушать свою интуицию. Доверьтесь ей. Это очень и очень крутая штука, которая позволит вам с радостью, с счастьем, с полными силами качественно проживать свою жизнь и хорошо зарабатывать. Я искренне вам желаю этого, чтобы у вас все получилось, особенно в плане финансового развития. Удачи и до встречи!